Знаешь, я вижу в людях вещи, которые они сами в себе не замечают. И в тебе есть правильная трещина. Та, через которую вовнутрь может заглянуть что-то большее. Именно поэтому я расскажу тебе, с чего все начиналось и как я стал тем, кем сейчас являюсь. Я пришел в Луизиану никем, без имени, без прошлого и без будущего. Причины? Причины не имеют значения. В конце концов, у каждого из нас есть своя причина находиться здесь. Важно лишь то, что в тот день у меня с собой не было ничего. Только нож и аптечка, в которой бинтов чуть меньше, чем надежда. Первая вылазка оказалась короткой. Оружие я нашел почти сразу. Какая-то старая и ржавая винтовка. Но это лучше, чем ничего. Я бродил по болотам, смотрел на мертвецов и пытался понять, а как к этому вообще можно привыкнуть? Ведь даже воздух здесь ощущался как-то иначе. А потом я увидел его. Передо мной стояло то, что, возможно, когда-то было человеком, но слишком долго пробыло по ту сторону. Позже я узнал, что таких тварей называют инферно. Но тогда я не знал ничего. И как любой идиот, который столкнулся с неизвестным, я решил попробовать его ножом. И мир сполыхнул жаром. Как ты понимаешь, он меня знатно потрепал, и о продолжении охоты не могло быть и речи. Добравшись до повозки, я увидел старика. И в качестве награды за спасение я отдал ему все. Все, что я успел накопить в этих болотах. Винтовку, патроны, даже бинты. И он это взял так, как будто это всегда принадлежало ему. И увез меня прочь. Когда я пришел в себя, внутри меня уже было нечто иное. Пустота. Холодная и темная пустота, которая тянула меня обратно. В те земли, где я чуть не умер. И я вернулся. Но в этот раз я уже двигался иначе. Я меньше смотрел, а больше слушал. Меньше думал, больше чувствовал. И именно тогда я впервые нашел логово мясника. И в тот момент я будто оцепенел. Я стоял и смотрел на него, не в силах пошевелиться. Крюк в его руке вспыхнул ярче. Я почувствовал, как загорелась одежда, как жар начал жрать мою кожу, а внутри оставалась только одна мысль – бежать. Я развернулся и бросился прочь. Я бежал так быстро, как позволяло мне мое израненное тело. Но ужас, на удивление, не остался позади. Он не был связан с местом или с тем монстром. Он засел глубоко внутри меня, в голове, в мыслях, которые начали распадаться на тысячи и тысячи осколков. А затем раздался выстрел. Он вытащил меня из пучины ужаса. И в ту же секунду я понял одну страшную вещь. Стреляли не в него. Стреляли в меня. И как бы быстро я ни бежал, пуля всегда оказывается быстрее. Она вошла резко и холодно, и я упал почти сразу. И в какой-то момент я действительно подумал, что это конец, что я умер там, в грязи, между охотниками и тем, что, наверное, никогда не было живым. Но эти места не любят пускать людей так просто. Я смутно помню, как меня обыскивали. Чужие руки,
голоса где-то там вдали над головой. Как будто бы это все происходило не со мной. И почему-то они не сожгли меня, а просто бросили в реку. Как будто бы я не стоил даже и спичек. Я не знаю, как смог выбраться на берег. У меня не оставалось ничего. Ни оружия, ни снаряжения, ни даже ощущения того, что я по-прежнему тот же человек, что вошел в эти земли. И чем дольше я лежал, тем яснее становилась мысль, от которой сначала мне хотелось отмахнуться. А возможно, это не просто случайность. Возможно, эта земля не убивает так, как мы привыкли это понимать. Она выжигает. Выжигает все лишнее, выжигает все слабое, все то, что не способно здесь выжить. И оставляет лишь то, что может стать ее частью. Хочешь ты этого или нет? И тогда я окончательно понял, чему меня уже успели научить эти места. Здесь стреляют в спину. Здесь никто не предупреждает, и каждый сам за себя. И если ты этого не понял, то тебя просто не станет. Я блуждал по округе и наткнулся на разбитую бутылку. Стекло которой все еще было острым и вполне пригодным для одного единственного, но понятного применения. И когда я ее поднял и сжал в руке, в этот момент я уже не сомневался, зачем она мне нужна. Я прождал на вышке несколько часов. Да и спешить мне было все равно некуда. И я ждал, и они пришли. Охотники. Один из них поднялся ко мне и даже не проверил, что там наверху. И в этот момент я понял, что все закончится здесь. Так или иначе. Он вошел вовнутрь, и, усвоив уроки прошлого, я напал со спины. Я стоял на месте и смотрел вниз, на оружие, на тела, на следы побоища. И знаешь, впервые за долгое время внутри меня не было страха. Охота для этих людей закончилась навсегда. А у меня теперь было оружие и понимание мира. Конечно, не полное, но достаточное, чтобы я больше не совершал ошибок. И с того дня болота начали учить меня. Сначала слушать шаги в грязи, а потом стрелять раньше, чем противник поймет, что его нашли. С каждым выходом я все лучше понимал, как здесь движутся люди и как здесь думает смерть. В какой-то момент я перестал верить в случайности. Слишком часто удача вставала на мою сторону.
Со временем мне стало даже не нужно видеть человека. Достаточно было понять, куда он обязательно наступит. И, наконец, что иногда самый быстрый путь к победе — это подойти вплотную. Люди думали, что охотятся, но на самом деле охотились уже на них. Но была одна мысль, которая не покидала мою голову. Мысль, к которой я возвращался снова и снова. Те охотники. Те самые, которые выстрелили мне в спину и оставили подыхать в этих землях, даже не убедившись, что я окончательно мертв. И тогда, давно лежа между жизнью и смертью, я думал, что я их ненавижу. Но дело не в ненависти. На самом деле это был очередной урок этих мест. И я их выследил. По одному. И вернул свой должок. Нет, не подумай, я их не убил. Смерть в этих местах давно потеряла свою ценность. Я просто оставил каждому подарок на память. На лице. Чтобы они до конца своих дней помнили одну простую вещь. В Луизиане необходимо добивать наверняка. Со временем я собрал достаточно денег, чтобы уехать из этих богом забытых мест. И я действительно уехал. Но чем дальше оставались болота, тем больше я ощущал, что какая-то часть меня осталась там. Там, среди выстрелов, грязи и крови. Луизиана не отпускает тех, кто научился слышать ее шепот. И в какой-то момент я осознал, что болото покинуть можно, но перестать быть их частью уже нельзя. Я начал делать то, что было единственным верным решением. Я начал создавать ассоциацию охотников. Сначала, чтобы выжить. Потом, чтобы понимать. А теперь, чтобы знать, что здесь происходит в этих богом забытых местах. Вот, ознакомься. Здесь ты найдешь много чего интересного. Ассоциация охотников не является официальной государственной структурой. Правило 6. Ни один охотник не работает один. Ассоциация не гарантирует выживание. И знаешь, вопрос не в том, слушал ли ты мою историю, а в том, станешь ли ты ее частью.